Привет! Ну что, пробное видео? Готовимся к съемочке? Да? Помощник мой Мурка тут муркает. Кто мне муркает? Кто мне муркает здесь? А? Кто мне тут муркает? Пошли готовиться? Тебе тоже будем макияж делать? А? Будем тебе делать макияж? Или ты и так у нас красивый? Красивый? Ах ты, вредина. Дай покусаться, только дай покусаться. Привет, я Дина Борисюк, и добро пожаловать ко мне на пол, рядом с моей новогодней елочкой и искусственным камином. Друзья, с наступившим новым 2022 годом, вас и с Рождеством Христовым! Пусть абсолютно все, что вы задумали, исполнится в 2022, и пусть этот год будет хотя бы чуточку лучше, чем 2021. Мне кажется, что пришло самое время нам с вами познакомиться поближе. Спешу записать это видео, так как наш новый член семьи, наш котенок, понял, что такое рождественская елка, и уже начинает серьезные атаки на это дерево. И поэтому, пока оно еще стоит, я спешу записать это видео. Что это за глаза такие тут? Что это за глаза такие тут? А ну, слазь! Как ты туда попал? Слазь! Давай! Оливер! Оливер! У нас новая игрушка. Что ты сделал? Что ты сделал? А? Что ты сделал? Ну, вылазь оттуда. Вредная. Вредная такая морда пушистая, вредная. Итак, с самого начала. Родилась я в обычной христианской семье на Украине, и когда мне исполнилось 6 месяцев, мои родители переехали жить в белорусскую деревню, что, в принципе, и объясняет мое белорусское гражданство. Обычная, как у всех советских детей того времени, детства, с игрушками, сделанными наспех своими руками, с игрой в ресторан, постройками шалашей. Конечно же, и не обошлось без грядок, копания картошки на нескончаемом, так нам тогда казалось, огороде. Вспоминаю те дни с улыбкой. Карточки, по которым отоваривались в магазине напротив, полное отсутствие покупной одежды. Нам еще тогда повезло, что наша мама умеет шить, потому что вся одежда, начиная с труселей и заканчивая куртками, у нас была эксклюзивным хендмейдом. Вспомнила сейчас момент, когда моя сестра понесла сдавать пальто в магазин, только потому, что она увидела точно такое же пальто у другой своей знакомой девушки. Вот они, последствия привычки носить эксклюзивные коллекции. Ну ладно, мы немножко отвлеклись, возвращаемся в принципе, к сюжету нашего видео. После школы меня ждал универ. Так сложилось, что учиться мне пришлось в 200 километрах от родительского дома, поэтому официально я покинула родительский дом 18 лет. 200 километров казалось немного, поэтому после универа я уехала в Германию по программе Upermädchen. Это когда ты едешь жить в немецкую семью, помогаешь их с детками и заодно практикуешь немецкий язык.
А платили они на то время, по-моему, около 200 евро, поэтому для заработка эта программа не подходит, но для экспириенса, для расширения своего кругозора очень даже. Мне посчастливилось даже немножко попутешествовать и по Германии, увидеть Италию, Голландию. Италия, конечно, это любовь на века, очень мечтаю туда вернуться. Уже тогда я поняла, что путешествие это в принципе любовь навеки. Поэтому, когда мне пришло приглашение на собеседование в посольство США, я уже на 100% знала, что я поеду. Правда, план был такой: посмотреть Америку, получить грин-карту и назад. Ну, в принципе, где-то годик-полтора это все должно было занять. И с тех пор прошло ни много ни мало, но в апреле я уже буду отмечать свою 17-летнюю годовщину здесь, в США. Мой годик немножко подзатянулся. В Америку я прилетела со своей младшей сестренкой. Было ли нам сложно? Конечно. Новая страна, новая культура, новые ощущения, новая работа. Новым было все, да еще и работа на английском языке, а мне после немецкого было вообще вдвойне сложно. И это все еще при том, что не было скайпов тогда, еще не было мессенджеров, звонили мы тогда еще на домашний телефон Межгород, кто помнит. Помню, мой первый счет за Межгород мне пришел на целую мою месячную зарплату по тем временам, это, конечно, было огромным сюрпризом. Первая моя работа была в гостинице по вечерам. Частичная занятость. В мои обязанности входило зайти в комнату, расправить кровать, закрыть шторы, открыть телевизор, положить пульт рядышком на тумбочку. И еще мы приносили тогда лед и конфетки для наших гостей. В общем, все как в лучших домах Парижа. Отель был 4, по-моему, на тот момент звездочный. Не знаю, получили они или не получили 5-ю звезду. Вообще работа была не пыльная. Когда гостиница единственное, что была полная, то мы, конечно, летали как веники. Но сейчас, кстати, я вспомнила, что я же даже мечтала там когда-нибудь остановиться. Как-то эта мечта ушла. Думаю, надо было испытать себя, как это быть, будучи гордой. Предложили работу на полную ставку, производство пластиковых емкостей. Для меня это обернулось тем местом, когда говорят, что попала в правильное место и в правильное время. Через 5 лет я уже достигла там своего максимума по карьерной лестнице. Так как расти больше не было куда, я решилась на переезд в город, про который говорила, что вообще не понимаю, как люди добровольно могут переезжать сюда. Когда я, деревенский ребенок, первый раз попала в Сиэтл, я обалдела от огромного количества машин, людей, трафика. И тогда это еще было далеко не тот Сиэтл, куда спустя 10 лет я перебралась на постоянное место жительства. Никогда не говори никогда. Очень хороший урок я тогда усвоила. И вот уже пошел 8-й год, как мы здесь живем. Ровно через 2 года я поняла, что работать в найме я больше не могу, и нужно что-то менять. И тогда я решилась на одну из самых больших авантюр в моей жизни. Но об этом я, наверное, расскажу уже на следующей неделе, чтобы сильно вас не утомлять своими видео.
Поэтому подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. И на следующей неделе мы с вами продолжим мое путешествие в мир моей жизни.